Привет! Сегодня будем делать с вами цветочные композиции. Будем создавать весеннее настроение в саду, на подоконнике, на балконе. В общем, будем творить. Ребята, погода отвратительная, но настроение прекрасное. Смотрите, что я буду использовать. Я буду использовать контейнеры, которые я с гордостью говорю, что сделала сама. Такая вот у меня получилась красивая плошка для суккулентов. Вообще, собирайте, ищите по дому, можно использовать всякие статуэточки какие-то, что вам больше понравится, красивые камушки. Вот у меня была такая корзинка, много лет валялась, никак ей не могла придумать назначение. Вот такие интересные наборчики мебели, которые продаются во всех, в принципе, творческих магазинах. И их не так трудно раздобыть. У всех в шкафах валяются, пылятся всякие статуэточки. Это все сейчас нам пригодится. Весна – время ярких красок, солнечных цветов. Мои одни из любимых – это анютины глазки. Но я не представляю себе весны в саду без этих цветов. Еще просто обалденный цветок – гвоздичка. Вот такой интересный мне попался цвет. В общем, давайте творить. Можно использовать не обязательно те цветы, которые выбрала я. Используйте любые свои любимые первоцветы. Это могут быть и нарциссы, и крокусы, и гиацинты. Создавайте такие композиции, которые будут вас радовать, акцентные какие-то. Можно ими украсить и парадную зону, и какие-то любимые места в саду, зоны отдыха. Ну что, сейчас покажу, что сделаю я. Может быть, вам понравится именно мой вариант. Ребята, чтобы земля в контейнерах быстро не пересыхала, я буду добавлять вермикулит. Можно перлит, что угодно, что найдете. И чтобы мои цветы радовали меня, у меня вот было такое пролонгированного действия в гранулах удобрения. Я его тоже замешаю с землей. Осмокот, что у вас есть, можете использовать в принципе. Нет, будете давать потом какие-то подкормки корневые. Я буду использовать обычную универсальную землю. Вы можете в принципе использовать какую вам удобно. Вот землю смешаю с вермикулитом. Он будет задерживать влагу, чтобы так быстро не пересыхали наши контейнеры. Такая получилась у меня облегченная земля. Ребята, я без перчаток, потому что вчера подготовилась, купила еще одну пару, но не взяла с запасом, поработала в саду и на сегодня уже не захотела ехать в магазин. Так что смотрите, создаем такую рыхлую, наполненную почву. Ну а здесь на самом деле уже творчество, у кого какой вкус. Я вот для себя решила, что вот в этой корзинке будут расти у меня гвоздички. Так, сейчас мы примеряем. Да, будет прямо нарядно. Сейчас подсыпем немножечко удобряшек, чтобы гвоздичкам было питание на первый период. Весна ужасно холодная, никак не приходит тепло. Так. Это уличная гвоздика. Ее потом при желании можно пересадить спокойно в грунт. И она будет вас радовать еще не один год. Вообще сейчас очень актуальна тема контейнерного озеленения. Она применяется и на террасах, и на балконах, и в саду, когда заканчивается место. Мне нравится очень эта идея. Я активно сажаю в контейнеры. Это смотрится так стильно. В этом году есть задумки посадить японский клен в контейнер. Будем смотреть, как будет получаться. Так, вот такая красота. Такая у нас гвоздичка. А здесь, ребята, можете, в принципе, как вам нравится. Нет,
этот нам сюда не подойдет. А вот птичку можно подумать. У меня еще есть такие интересные веточки ивы. Можно добавить какие-то акценты. Вы можете творить на свой вкус. Но мне кажется, будет прикольно. Хочется мне, конечно, сюда как-нибудь зайчика. Но, наверное, все-таки нет. Может быть, это? Нет, нет, нет. Вот сюда тогда пойдет жить вот такая птичка. Так, ну что, первая композиция у нас готова. Теперь попробуем сделать Анютины глазки. Ну, обожаю я Анютины глазки, ничего не могу с собой поделать и не могу привыкнуть называть их виола, как тут называют их на Кубани. Надо добавить немножечко. Так, смотрите, у меня есть еще вот такая малышка. Вот такая красавица. Вот эти Анютины глазки, самосевки, они обычно, стоит их один раз завести в саду, и дальше они будут всходить в разных уголочках, куда ветром донесло семена. Так. Красавица. Когда дует ветер, так интересно, они как будто кивают. Сейчас будем примерять. Вот с этой подсыпем. Земля утрамбовывается и становится ниже, чем мне надо. Угу. Тоже очень интересный цвет. Такой и оранжевый, и желтый, и темный, такой фиолетовый. Так, Анютины глазки, конечно, это красота. А вообще, девочки и мальчики, творите сад. Это красиво. И ничем не хуже картины, которую создает художник. Так, в плошку буду досыпать земли. Некогда. Погода холодная. Но заморозков уже вроде не обещается. Если вы боитесь, что заморозок будет, в принципе, горшки небольшие, можно их и заносить на ночь куда-нибудь на холодную веранду, либо ближе к дому. Ребята, вот с этой стороны, вот посмотрите, какая красавица. Это японская камелия. Давно хотела попробовать, и все никак руки не доходили. Вот рискнула. В свой, конечно же, контейнер, который я сделала, не могу не отметить. Посадила ее в торф в пакет земли для азалий. Кислотность отличная. Расскажу пару слов. Купила я ее, наверное, уже около месяца назад. Почитала, она была с бутонами и побоялась ее сразу пересаживать, чтобы не потерять бутоны. Ну, можно было, конечно, пересаживать, в принципе, сразу. Бутоны я потеряла. Вынесла на улицу, ударил мороз. Обещали -5, а ударил -11. Бутоны все отпали. Но посмотрите, какая красавица. Пересадила, вечно зеленая, какие красивые листики. Вот будем экспериментировать, будем выращивать. Буду показывать, получится у меня, не получится. Красавица. Очень интересное растение для контейнерного озеленения. Ну, по температурному режиму написано до -15. Ну, посмотрим. У нас вообще бывают зимы, когда -12 потолок. Вот эта зима, конечно, отличилась. Смотрите, какая получилась красота. И вот сейчас в центр мы попробуем посадить нашего
зайчика. Вот такой зайчик в анютиных глазках. Мне нравится. Нашел свое место. Сейчас мы сразу польем. У меня был сиреневый горшочек такой, весенний цвет. Красиво сочетается. Зайчика сейчас тоже чуть-чуть польем, помоем его. Посмотрите, какая прелесть. Какое сразу весеннее настроение. Сейчас они еще расцветут, они после морозов. Будет так красиво. Ну, горшочек потом помою. Вам нравится? По-моему, классно. Так, ну и третья композиция, которую хочу сделать. Это будет у нас композиция с суккулентами. Я в саду собрала вот такие очитки. Они такие неприхотливые, они все в корешочках. Их просто сажаешь в землю, и они дальше сами прекрасно укореняются. Вообще такое интересное растение. Отламывается, падает и тут же прирастает. Красивая. Малышка Анютина глазка осталась. Посажу ее отдельно, а потом, честно, либо поставлю на землю, чтобы семена падали, потому что эти контейнеры, скорее всего, я поставлю на дорожку. Так, ну что, опять земля нужна. Сейчас мы посмотрим, достанем. Вот, смотрите, какие интересные у меня молодилки. Приобрела в садовом центре. Тут даже что-то подсеялось, не знаю что. Оставлю, посмотрю. Сейчас мы их вытащим. Так. Корни прямо большие такие. Я думаю, даже больше, чем мне нужно. Так что мы их сейчас немножечко вот так разберем. Даже можно и еще. Не бойтесь, это очень выносливое растение. Его можно вот так делать. Так, смотрим высоту. Ну, подосядет. Так. Дальше подсыпем сейчас земли. И добавим еще. Кстати, в контейнеры с суккулентами вермикулит, перлит не обязательно добавлять. Они очень засухоустойчивые. Поэтому, я думаю, они прекрасно будут расти в обычной земле. Подсыпала сюда земли. Сейчас подпачкала, конечно, свои красивые суккуленты, но это ничего страшного. Вот я сюда буду, наверное, делать вот такую интересную композицию. Будем здесь делать такую сказочную зону отдыха. Пофантазируем. Может быть, для каких-то садовых жителей. Может быть, для садовых фей. Вообще с этой мебелью можно очень интересно экспериментировать. Вы можете создавать в контейнере имитацию вообще сказочного сада. Допустим, посадить сюда маленькую елочку, которую потом пересадите, конечно, в сад. Либо маленький самшитик штамбовый. Будет получаться у вас ощущение, что здесь у вас деревце растет. Ну, я пока не так подготовилась. У меня будет композиция из суккулентов. Вот такой будет сказочный садик. Сейчас посмотрим. Они вообще интересные растения, прирастают вот так очень просто. Главное корешкам чуть-чуть землю почувствовать. Вот эти молодила я взяла у родителей, они зимовали прекрасно вообще в саду, без всяких там каких-то осложнений. Так, этот кулечек нам не нужен. Уже мы его уберем. Так, и сюда мы сейчас попробуем добавить очитки, которые у нас... Сейчас померяю, посмотрю, что будет получаться. Очитки, такие растения, перерастают совершенно любой стороной, которые касаются земли. Поэтому очень просто их сажать. Сейчас я их установлю, а потом сверху подсыплю земли. Они будут красиво свисать из горшка.
А вообще вы можете, друзья, экспериментировать и совершенно какие вам нравятся растения добавлять. Единственное, когда приобретаете, консультируйтесь. Уличные у вас или комнатные. Так, сейчас я пролью немножко водичкой, чтобы у нас земля осела. И подсыплю новой. Теперь сделаем здесь такой сад камней. Добавим камушки. Суккуленты и камушки нормально дружат. Так, что сейчас вот так установим. Вот здесь подсыпем. Поставим нашу мебель на камушки. Вот такая получилась интересная композиция. Я потом это все полью хорошо. Все очистится. Цветочки будет видно. Вот такая получилась интересная плошка с суккулентами. Суккуленты можете тоже использовать, какие вам нравятся. И вообще все цветы должны вас радовать и быть вам по душе. Весеннее настроение, погоды нет, а цветы будут радовать. Класс, друзья, творите. Это так быстро на самом деле. Это вот, какие-то, я не знаю, 15-20 минут. И вот такие прикольные садовые, интересные, контейнерные группы у нас получились, композиции. Сюда, кстати, вот пока делала, думала, можно, в принципе, из веточек сплести, как будто гнездышко, подсадить птичку в гнездышко. Класс, творите. Пусть ваши сады, ваши горшки, ваши цветы вас радуют. Сажайте, экспериментируйте. Давайте ждать тепла все вместе. Всем пока. Спасибо за внимание. До встречи на канале. Не забывайте ставить лайк.